Дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В предыдущем видео мы рассмотрели глубинные основания мужской и женской роли в любви, а также посетили ее золотой век, где узнали правила любви и наблюдали их исполнение в исконном, чистом и прозрачном виде. В этой 8-й мини-лекции мы продолжим говорить о свойствах и глубинных потенциалах тех, кто, собственно говоря, получает и переживает любовь, и рассмотрим еще 2 блока вопросов. Достоинство женщины и благородство мужчины. Любовь, что таит свое имя. Начнем с размышлений над следующим вопросом. Существует ли перечень достоинств идеальной женщины и благородных качеств совершенного мужчины? Итак, поговорим о достоинствах женщины и благородстве мужчины. В ходе знакомства с куртуазной любовью мы обнаружили свойственный возвышенной любви парадокс. Он состоит в коллизии ролей мужчины и женщины в отношениях любви, связанной с более или менее продолжительным периодом созревания мужчины под женским руководством посредством мягкой силы и необходимостью своевременной смены возничего влюбленной пары. Соответственно, набор душевных качеств, которыми женщина располагает изначально по своей природе, на следующем этапе отношений должен быть расширен, дополнен новыми женскими достоинствами. И, похоже, это ценности такого рода, которые не даются даром. Попробуем заглянуть в этот многообразный, загадочный, чарующий и пугающий мир женских душ, похожий на лабиринт, не забыв захватить с собой путеводную нить. С помощью Фридриха Шиллера познакомимся поближе с главными женскими достоинствами, которые он колоритно изобразил на контрасте с мужскими велениями сердца. Сила буйная мужчины, век блуждает без путей, мысль уносится в пучины необузданных страстей, не нашедшему покоя, сердцу вечно вдаль нестись, за крылатою мечтою, уноситься к звездам ввысь. Женщина теплым колдующим взглядом манит безумца к домашним усладам, тихие будни от призраков прочь, нравом застенчиво, в хижине отчей, путника днем поджидает и ночью доброй природы покорная дочь. Но мужчина в рвенье рьяном, беспощаден и упрям, в жизнь врываясь ураганом, рушит все, что создал сам. Страсти вспыхивают снова, укрощенные едва, так у гидры стоголовой отрастает голова. Женщина к славе не рвется спесиво, робко срывает, хранит бережливо быстро текущих мгновений цветы, много свободней, хоть связаны руки, много богаче мужчин, что в науке ищут познаний, свершений мечты. Род мужской в душе бесстрастен, сам собою горд всегда, к нежным чувствам не причастен, близость душ ему чужда. Не прильнет к груди сповинной, ливнем слез не изойдет, закален в боях мужчина, дух суровый в нем живет. Женские души со струнами схожи, ветер эолову арфу тревожит, тихо в отзывчивых струнах дыша, райской росою при виде страданий слезы сверкают у нежных созданий, чуткая в страхе трепещет душа.
В этих строфах можно заметить лейтмотив, который проступает и во многих других посвященных женщинам стихах. Это качества женщины, которые присущи самой природе и ее главным стихиям. Природа, как и женщина, всегда встречает, а значит и ждет. Она, конечно, несказанно богата, бескрайняя, разнообразная, бездонная, чарующая. Ее свобода покоится на внутренней самодостаточности и внешней независимости. Жизненные силы полны и неисчерпаемы. Она до хрупкости чутка и отзывчива. Не мудрено, что перед таким средоточием удивительных и величественных убранств женского облика проницательный мужчина безошибочно определит, как бы сказали современные психологи, правильную семейную расстановку. Но лучше мы дадим слово поэту Валерию Брюсову. Ты женщина, и этим ты права. От века убрана короной звездной. Ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ерем железный. Тебе мы служим, тверди гор дробя, и молимся от века на тебя. Однако у природных женских достоинств, как у любой даже высшей пробы медали, есть и другая сторона. Некоторые свойства женской души, например, изменчивость, нередко становятся причиной горьких трагедий. И ничего с этим не поделаешь, как справедливо говорит старик, ревнующему Олега в поэме Пушкина «Цыганы». Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское, шутя, взгляни, под отдаленным сводом гуляет вольная луна. На всю природу мимоходом равно сиянье льет она. Заглянет в облако любое, его так пышно озарит, и вот уж перешла в другое, и то недолго посетит. Кто место в небе ей укажет, примолвя, там остановись? Кто сердцу юной девы скажет, люби одно, не изменись? И все же, несмотря на отдельные издержки женской природы, мы можем сделать главный и в прямом смысле слова далеко идущий для мужчин вывод. Любовь к женщине открывает путь к идущему из сердца единству с природой, со всем, что окружает нас в ближних и дальних мирах. Конечно, эта мысль не нова, но лишь немногие попытались исследовать перипетии этого сложного пути. Одним из первопроходцев был американский психолог Джон Уэллвуд, который в предисловии к книге «Путешествие с сердцем» обозначил горизонты пути. Сохранение живой связи с близким человеком побуждает нас освободиться от старых привычек и слепых пятен и развить всю полноту своих способностей, всю чувствительность и глубину, доступную человеку. В прежние времена, если люди хотели исследовать глубинные тайны жизни, они запирались в монастырях или уходили в отшельники. Но для многих из нас сегодня близкие отношения стали очередной неизведанной землей, где мы столкнулись со своими богами и демонами. Мы еще вернемся к этой теме, а пока обратимся к мужским достоинствам. Говорить о качествах мужественности, учитывая их широкий диапазон, затея неблагодарная. Взгляните, например, на героев Жана-Поля Бельмондо, Алена Делона и Пьера Ришара, или Михаила Ульянова, Олега Даля и Алексея Баталова. Здесь, как говорится, у каждого свой вкус и цвет. Есть и другие измерения мужской линии жизни, подобные своей колее Владимира Высоцкого,
или чему-то еще более глубинному, как это чувствуется в портрете мужчины и мужике Николая Гумилева. В его душе столетние обиды, в его душе печали без названия. На все сады, Мадонны и Киприды не променяет он воспоминания. Он злобен, но не злобой святотатца, и нежен цвет его атласной кожи. Он может улыбаться и смеяться, но плакать больше он не может. В чащах, в болотах огромных, у оловянной реки, в срубах мохнатых и темных, странные есть мужики. Выйдет такой в бездорожье, где разбежался ковыль, слушает крики стребожьи, чуя старинную быль. А вот что представляет настоящую загадку, так это вопрос о том, когда же индивид мужского пола становится мужчиной. Не секрет, что физиологически женщины созревают на 1-3 года раньше мужчин. Возмужание, как считают психологи, еще больше отстает от взросления женщин и тянется до 40-летия. О том, как формируется смыслообразующее световое начало мужчин, справимся в древних источниках. Известно следующее описание стадий своего обучения и развития Конфуцием. В 15 лет я обратил свои помыслы к учению. В 30 лет я обрел прочную основу. В 40 лет я сумел освободиться от сомнений. В 50 лет я познал волю неба. В 60 лет я научился отличать правду от лжи, изощрил свой слух. В 70 лет я стал следовать зову моего сердца и не нарушал ритуала. Пролить дополнительный свет на характер этих стадий можно, сравнив их с периодами получения информации человеком согласно древнеславянской традиции, которые, на удивление, в значительной степени совпадают со стадиями обучения и развития Конфуция. В 32 года человек получает информацию об окончании духовных исканий. В 40-41 год он обладает знаниями для установления своих принципов и создания своего мира. В 50 лет человек начинает передавать знания другим людям. В 64 года зона распространения знаний включает природу, окружающее пространство. В 72 года знания человека многомерны и образны, как у ребенка. Вы верите в совпадения? Пожалуй, стоит также упомянуть, что Заратустра, когда ему исполнилось 30 лет, удалился в горы, где он 10 лет наслаждался духом своим и одиночеством. А в 40 лет он пресытился мудростью своей и спустился с гор к людям. Не вдаваясь в детали этапов возмужания, можно считать несомненным, что путь мужского становления долог, и что на этом пути ему предстоит неоднократно преодолеть себя или, проще говоря, скорректировать свое мировоззрение. Нельзя умолчать еще о 2 аспектах мужских и женских качеств влюбленных. В одном случае мы говорим о мужественной женщине. Этот оксюморон несет в себе героический оттенок и нередко используется для описания таких проявлений женской любви, как беззаветная преданность, непоколебимая верность, ангельская терпимость, а также
для выражения признательности женщинам в трудные времена. В одной из военных повестей известный советский писатель, бывший фронтовик, встречается во время поездки в Западную Германию с женщиной, которую он полюбил во время войны. Услышав, что она все это время любила его, и сейчас она бы хотела одного – вернуться в ту любовь, даже если война. Он не находит слов и делает неловкий комплимент. Вы – мужественная женщина. В случае с женственными мужчинами мы попадаем в особый мир. С одной стороны, закрытый стеной умолчаний и полунамеков, смачно разукрашенный ругательными надписями, а с другой – с широко распахнутыми и украшенными в цвета радуги воротами, из которых доносятся веселые карнавальные звуки. Заглянем сюда на минутку. Любовь, что таит свое имя. Похоже, мы в зазеркалье. Приоткроем одну из зеркальных дверей с надписью 1885 год. Лондонский суд. Процесс по обвинению известного писателя Оскара Уайльда в нарушении норм общественной морали. Послушаем, что он говорит в свою защиту. Любовь, которая не смеет произносить свое имя, в нашем столетии является такой же высокой любовью старшего мужчины к молодому, как это было между Давидом и Ионафаном, какую Платон положил в основу своей философии, какую вы найдете в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это та глубокая духовная привязанность, которая так же чиста, как и совершенна. Ею продиктованы и наполнены такие великие произведения искусства, как работы Шекспира и Микеланджело, как и те два мои письма, оглашенные здесь. В нашем столетии эту любовь понимают превратно, настолько, что ее можно охарактеризовать как любовь, которая не смеет произносить свое имя. И из-за этого я сейчас нахожусь перед вами. Она прекрасна, она чиста, она самая благородная форма привязанности. В ней нет ничего противоестественного. Она пронизана разумом и постоянно возникает между старшим и молодым мужчинами, когда у старшего есть интеллект, а у молодого человека есть полнота радости, надежды и очарования жизни, в которую он вступает. Так должно быть, но мир этого не понимает. Мир насмехается над ней и порой ставит за нее человека к позорному столбу. Непонимание любви между мужчинами глубоко сидит в человеческой природе. Известно древнее предостережение: не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. Но Библия запрещает сексуальные связи и ничего не говорит о любви в широком смысле. Всем также известны отношения дружеского единства, которые складываются между мужчинами и которые считаются нормой, когда они ограничиваются дружбой. Какими же тайными путями в эти отношения забредает любовь? Обратимся за разъяснениями к тем, кто пытался дать себе ответ на этот вопрос. Вот сонет Микеланджело, который, как считают историки, обращен к 23-летнему Томмазо де Кавальери. «Будь чист огонь, будь милосерден дух, будь одинаков жребий двух влюбленных, будь равен гнет судеб неблагосклонных, будь равносильно мужество у двух. Будь на одних крылах в небесный круг восхищена душа двух тел плененных, будь пронзено двух грудей воспаленных единую стрелою сердца вдруг. Будь каждый каждому
такой опорой, чтобы, избавляя друга от обуз, к одной мечте идти двойною волей, будь тьмы соблазнов только сотой долей вот этих верных и любовных уз. Ужель разрушить их случайной ссорой? Действительно, эта дружба переполнена любовными символами. Но можно лишь строить предположение, почему для совместного похода к одной мечте в небесный круг Микеланджело выбирает в спутнике мужчину. В фундаментальной истории сексуальности Мишеля Фуко приводятся две точки зрения античных философов. Одни ставили под сомнение принцип взаимности удовольствий в отношениях с женщиной, так как с ними сопряжено слишком много фальши и лицемерия. Другие считали незыблемым мировой порядок и его нерушимый закон, чтобы и тот, и другой пол оставался верен своему естеству. Обратимся снова к Платону, чтобы привести интересные детали отношений Алкивиада с Сократом. Когда светильник погас и слуги вышли, я решил не хитрить с ним больше и сказать о своих намерениях без обиняков. «Ты спишь, Сократ?» — спросил я, потормошив его. «Нет еще», — отвечал он. «Ты знаешь, что я задумал?» «Что же?» — спросил он. «Мне кажется, — отвечал я, — что ты единственный достойный меня поклонник. И, по-моему, ты не решаешься заговорить об этом со мной. Что же до меня, то, на мой взгляд, было бы величайшей глупостью отказать тебе в этом». То, что Сократ пренебрег цветущей красотой юноши, похоже на притчу о том, что сексуальные связи между мужчинами не могут являться средством приобщения земной красоты к подлинно прекрасному. В наши дни гомосексуальные отношения уже не рассматриваются как поиск в надежде соединить удовольствие с добродетелью. Они вполне оправдываются известным медицинским фактом, что некоторые люди не по своей воле или убеждению, а согласно особенностям своей биологической сущности выбирают объект полового возбуждения. Психолог Джесси Беринг считает, что мы плохо знаем друг друга, и, навешивая нелицеприятные ярлыки на геев, люди нормальной сексуальной ориентации нередко прикрывают собственные перверсии и преступления на сексуальной почве, поскольку эти отступления от библейских предписаний уже сложнее объяснить зигзагом природы. В следующей передаче мы, наконец, перейдем границу, чтобы вступить во владения зрелой любви, и рассмотрим следующие 3 темы: беспокойная граница, явные и скрытые компоненты любви, вы, ты, я. Для того, чтобы сегодняшние новые мысли у вас улеглись и не прерывалось движение к цели, которую, надеюсь, вы для себя определили, присоединившись к нашим передачам, в свободное время подумайте над следующими вопросами. Каковы 3 главных достоинства идеальной женщины? А совершенного мужчины? Как бы вы проголосовали, будучи присяжным суда над Оскаром Уайлдом? Хочу вам пожелать удачи и удовольствия в прохождении наших курсов, а также любви. С вами был психолог Юрий Томин, автор книги «Атлас любви».